Меня зовут Козел Виктория Александровна, врач-детский эндокринолог. И сегодня в рамках инициативы «Диалюди Беларусь» мы с вами будем говорить о целиакии. Сегодня мы с вами поговорим про тему, которая находится, наверное, на стыке специальностей, как эндокринологии, так и гастроэнтерологии. Какова же роль целиакии при сахарном диабете и какова же роль сахарного диабета в развитии целиакии? Итак, актуальность темы. Впервые связь между сахарным диабетом первого типа и целиакией была описана в 60-х годах 20 века. Целиакия часто встречается у пациентов с сахарным диабетом первого типа, поэтому, когда диагностирован сахарный диабет первого типа, врач очень часто может рекомендовать провести проверку на целиакию. И в свою очередь пациентам с целиакией провериться на сахарный диабет первого типа. Оба этих хронических заболевания имеют аутоиммунную природу и единые генетические детерминанты. У пациентов с сахарным диабетом первого типа целиакия встречается 6-10 раз чаще. При этом целиакия, которая развивается уже на фоне имеющего сахарного диабета первого типа, а также ее лечение могут оказывать влияние на контроль гликемии и развитие поздних осложнений диабета. Что же такое целиакия? Для начала мы начнем с глютена. Что такое глютен? Глютен – это белок, который встречается в зернах пшеницы, ржи и ячменя. Когда человек с целиакией употребляет глютен, например, хлеб, печенье и любые другие продукты, в том числе иногда кетчуп и соусы магазинного производства, или изделия, которые добавляется глютен в процессе производства, витамины, бальзам для губ, какие-то медикаменты, его иммунная система неадекватно реагирует на полученный глютен, то есть начинается так называемая аутоиммунная реакция. Это способствует воспалению и поражению тонкого кишечника и уничтожает ворсинки тонкого кишечника. Целиакия – это наследственное заболевание, развивающееся вследствие сенсибилизации глиадиновой фракции глютена. То есть, что мы имеем? При наличии генетической наследственной предрасположенности в ответ на представление пептидных антигенов в составе глютена происходит активация Т-клеточного звена иммунитета организма. И в ходе вот этого воспалительного процесса развивается характерная атрофия ворсин тонкого кишечника. Это заболевание встречается примерно у 1% населения всего земного шара. Но у пациентов с сахарным диабетом его находят от 0,6 до 16% случаев. Распространенность целиакии в последние десятилетия значительно увеличилась, что объясняется последствиями неолитической аграрной революции. Кроме того, увеличением количества зерновых в рационе людей, а также увеличением количества и доступности иммуногенных белков в зерновых. Для развития целиакии необходимо несколько факторов, однако до сих пор нету стопроцентного фактора, который провоцирует начало заболевания. То есть у нас должна быть генетическая предрасположенность по Эшелья-линии, это антигены лейкоцитов человека, которые связаны с целиакией, и факторы внешней среды, допустим, какие-то условия окружающей среды, эмоциональные, физические факторы, при сочетании которых запустятся патологические процессы и начнет развиваться целиакия. Заболевание чаще развивается у родственников первой линии родства с частотой до 20%. Соотношение женщины и мужчины составляет 2 к 1. И в большинстве случаев данное заболевание начинается уже в детстве. Пациенты, у которых есть другие заболевания, такие как лимфоцитарный колит, синдром Дауна, сахарный диабет первого типа, а также другая аутоиммунная патология, тиреидиты, подвергаются риску развития целиакии гораздо в большей степени, чем люди, не имеющие других хронических заболеваний.
Какова же клиническая картина целиакии? Клинические проявления целиакии настолько неоднозначны, что пациент до того момента, пока попадет к гастроэнтерологу и будет обследоваться по поводу целиакии, может длительное время наблюдаться у врачей любой другой специальности, начиная от стоматологов, дерматологов, педиатров, урологов. То есть признаки дефицита нутриентов очень разнообразны. У части пациентов симптомы отсутствуют, либо отмечаются только признаки дефицита какого-то нутриента. У других наблюдаются выраженные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Целиакия может проявлять себя в младенческом либо в раннем возрасте после введения злаков в рацион питания. Такие дети, как правило, отстают в развитии, они апатичны, имеют пониженный аппетит, для них характерна бледность, гипотония, вздутие живота, гипертрофия мышц. Стул у таких детей мягкий, объемный, глинистого цвета. Мамы очень часто отмечают зловонный запах. У детей более старшего возраста может отмечаться анемия и отставание в росте. У взрослых по клинике целиакия может отмечаться повышенной утомляемостью, общей слабостью, анорексией, может отмечаться мягко выраженная приходящая диарея. Стеаторея – это дурно пахнущий, бледный, обильный жирный стул, может варьировать от слабо выраженной до тяжелой, то есть выделение жира скалом может составлять от 7 до 50 грамм в день. У некоторых пациентов может отмечаться похудание, однако индекс массы тела, как правило, в пределах нормы. У таких пациентов может отмечаться анемия, гласит, ангулярный стоматит, автозные язвы. Типичными будут проявления дефицита витамина D и кальция, например, остеомаляция, остеопения, остеопороз. Как у мужчин, так и у женщин может развиваться бесплодие. Для женщин характерно нарушение менструального цикла. То есть, если взять в целом клинику целиакии, то ее можно разделить на гастроэнтерологические проявления: диарея, стеаторея, метеоризм, реже какие-то диспепсические проявления, констипации, болевые синдромы, на дегидратационные синдромы – это снижение тургора кожи. Кроме того, на синдромы дефицита макронутриентов – это снижение массы тела, белковая недостаточность, отечный синдром. Дефицит микронутриентов будет проявляться в зависимости от того, чего не хватает. Если дефицит железа, будет проявляться анемия. Если это дефицит кальция, мы будем видеть снижение минеральной плотности костной ткани, слабо выраженный судорожный синдром. При гиповитаминозах витамина В2 это как проявление будет гласит, автозный стоматит. При дефиците витамина ПП дерматит, диарея, нарушение каких-то конгенитальных функций. То есть здесь на первое место выйдет тот дефицит, который более выражен и имеет более ярко выраженные клинические проявления. Очень важно помнить, что часто встречаются малосимптомные формы, при которых гастроэнтерологических проявлений может не быть вообще. По некоторым данным, диагноз выставлен только у 10-15% больных с целиакией. Отдаленные осложнения целиакии разнообразны. Это от риска опухолей как желудочно-кишечного тракта, лимфом по неясным причинам, так и изъязвления тонкого кишечника, коллагеновая спру, так называется. В 10% случаев пациенты с целиакией длительное время наблюдаются у дерматолога. Лечат так называемый герпетиформный дерматит. Это интенсивная зудящая папулезная сыпь с симметричным расположением на разгибательных поверхностях, локтях, коленях, ягодицах, плечах, коже головы. Появление сыпи отмечается на фоне питания с высоким содержанием глютена. Кроме того, герпетиформный дерматит характеризуется сгруппированно расположенными интенсивными зудящими и ревматозно-уртикальными поражениями, также везикулярными, папулами и волдырями, которые, как правило, расположены симметрично на разгибательных поверхностях. Как же проводится диагностика
целиакии. Важно отметить, что диагностика целиакии будет проводиться на фоне диеты, содержащей глютен. То есть нет смысла начинать соблюдение аглютеновой диеты, а потом проводить диагностику. Для диагностики целиакии необходимо проведение серодиагностики, определение иммуноглобулина G глиадину, определение иммуноглобулина А тканевой трансглутаминазе и антител к эндомизию. Кроме того, необходима гистологическая верификация, эндоскопия с биопсией слизистой 12-перстной кишки, что важно. И дополнительно при неоднозначных результатах биопсии и для диагностики кровных родственников больных целиакией может проводиться генотипирование по системе Эшелья и капсульная эндоскопия. Важно помнить, что при наличии дефицита железа без признаков кровотечения и желудочно-кишечного тракта крайне высока вероятность наличия целиакии. Чем же лечим целиакию? Целиакия лечится пожизненной безглютеновой диетой, то есть исключение из рациона питания пшеницы, ржи, ячменя и их производных. В том числе важное значение имеет исключение скрытого глютена в продуктах, готовых к употреблению. Безглютеновая диета показана всем пациентам, в том числе при бессимптомных формах, то есть даже те пациенты, которые не предъявляли никаких жалоб до постановки диагноза, отмечают улучшение самочувствия после внедрения безглютеновой диеты. В 15-30% случаев безглютеновая диета может быть неэффективна, но тогда необходимо исключать дополнительную непереносимость лактозы, фруктозы, либо синдром раздраженного кишечника. Кроме аглютеновой диеты мы будем восполнять недостаток микронутриентов и витаминов, которые мы будем иметь у каждого данного определенного пациента. А если рассматривать какие-то прочие методы лечения, такие как иммуномодуляторы, либо какие-то коррекции, то в настоящее время все это на этапе преклинических исследований, либо во второй-третьей фазе и не имеет доказательной базы на настоящий момент. Лечение пациента подразумевает назначение аглютеновой диеты. Ответ на аглютеновую диету обычно наступает уже в течение первой-второй недели после ее соблюдения. Но употребление даже небольших количеств пищи, которые будут содержать глютен, может препятствовать наступлению ремиссии либо вызвать повторный рецидив. Биопсию тонкой кишки следует повторить только через 3-6 месяцев после соблюдения аглютеновой диеты. Какие же осложнения может вызывать целиакия? К осложнениям целиакии относят рефрактерное течение болезни, когда не помогает аглютеновая диета и необходимо назначение кортикостероидов для того, чтобы добиться улучшения состояния пациента. Одно из осложнений – это коллагеновая СПРУ и лимфомы кишечника. Лимфомы кишечника развиваются у 6-8% пациентов с целиакией, как правило, после 20-40 лет течения болезни. Кроме того, повышен риск развития других злокачественных опухолей, в частности карциномы пищевода, либо ротоглотки, аденокарциномы тонкой кишки. Приверженность к глютеновой диете существенно снижает риск развития рака у данного пациента. Если у пациентов, которые в течение длительного времени чувствуют себя хорошо на безглютеновой диете, вновь появляются симптомы целиакии, врачи обычно проводят эндоскопию верхних отделов пищеварительного тракта с биопсией тонкого кишечника для исключения кишечной лимфомы. А теперь немножечко рассмотрим связь сахарного диабета и целиакии, как они сосуществуют вместе. Обычно первым дебютирует диабет первого типа. При нарушении всасывания углеводов в рамках данного синдрома малабсорбции чаще случается гипогликемия и чаще вариабельность гликемии гликированного гемоглобина. То есть при какой-то необъяснимой декомпенсации углеводного обмена необходимо помнить о возможности развития малосимптомных форм целиакии.
неспецифическое воспаление напрямую будет влиять на потребность в инсулине данного организма. Для детей с сахарным диабетом, который возник на фоне предшествующей целиакии, также характерно лобильное течение. При наличии коморбидности что мы будем иметь? Это высший риск развития макроангиопатии, чем при наличии только сахарного диабета. Ретинопатии риск увеличивается в 2 раза, нефропатии в 10 раз. Кроме того, очень высокий риск развития периферической полинейропатии смешанного генеза, как диабетической, так и на фоне дефицита витаминов группы В, особенно B12, а также развитие самостоятельного аутоиммунного процесса полинейропатии. Кроме того, у детей с сахарным диабетом и целиакией чаще развиваются другие аутоиммунные заболевания, в том числе патология щитовидной железы, это может быть диффузный токсический зоб, это может быть хронический аутоиммунный тиреидит. Кроме того, болезнь Аддисона, витилиго тоже чаще встречается у детей, которые имеют сочетание уже 2 аутоиммунных заболеваний. Дефицит витамина D встречается в 2 раза чаще по сравнению с пациентами, которые имеют только сахарный диабет, и в 3 раза чаще по сравнению со здоровой популяцией, что служит риском развития вторичного гиперпаратиреоза. Кроме того, для таких пациентов будут характерны более низкие показатели минеральной плотности кости по сравнению со здоровой популяцией. Недостижение пика костной массы будет повышать риск остеопороза в более взрослом возрасте. И у детей с сахарным диабетом и целиакией чаще встречается задержка роста. Каковы же принципы диагностики целиакии при сахарном диабете? По заключению, серологический скрининг целиакии у всех пациентов с сахарным диабетом экономически не обоснован, в том числе и из-за частой распространенности серонегативных форм. Что же мы делаем? Мы рассматриваем рациональность скрининга у детей, то есть определение иммуноглобулина А тканевой трансглутаминазе 1 раз в 1-2 года. У всех пациентов с сахарным диабетом 1 типа при появлении гастроэнтерологической симптоматики необходимо исключать целиакию. Для окончательного исключения диагноза всем пациентам с сахарным диабетом 1 типа необходимо рано или поздно проведение биопсии 12-перстной кишки. И всем пациентам с сахарным диабетом, которым производится эзофиброгастроскопия по любому другому поводу, рекомендовано проведение биопсии слизистой 12-перстной кишки. Безглютеновая диета обладает положительным эффектом на углеводный обмен и позволяет нейтрализовать более высокий риск развития поздних осложнений у диабета пациентов с целиакией. Однако при внедрении этих ограничений на наиболее распространенные источники углеводов у пациентов с сахарным диабетом могут возникнуть следующие временные трудности. Ликвидация воспаления в желудочно-кишечном тракте может приводить к снижению потребности в базальном инсулине. То есть пациенты должны быть готовы к тому, что дозы при начале лечения глютеновой диетой у них могут меняться. Кроме того, повышение всасывания углеводов может сопровождаться более высоким постпрандиальными пиками гликемии и потребовать коррекции углеводных коэффициентов. Но многие безглютеновые продукты, готовые к употреблению, содержат либо больше углеводов, чаще с более высоким гликемическим индексом, например, рисовая мука, крахмал, чем их пшеничные аналоги, либо не содержат их вообще, допустим, мука из цветной капусты, либо овощной хлеб, что может способствовать постпрандиальной гипергликемии, либо каким-то гипогликемическим состояниям. И необходимо помнить о том, что пациенты с сахарным диабетом дольше достигают клинической и биохимической ремиссии целиакии. Итак, подведем итог. Целиакия – достаточно распространенная коморбидность сахарного диабета 1 типа. Во-вторых,
Перед тем, как списать декомпенсацию углеводного обмена на некомплаентность пациента, необходимо исключить все возможные на то причины, в том числе и целиакию. Особенно важно исключать глютеновую болезнь у всех пациентов с сахарным диабетом с вновь возникшей гастроэнтерологической симптоматикой. В-третьих, ввиду распространенности серонегативных вариантов целиакии у пациентов с сахарным диабетом первого типа, для окончательного исключения данного диагноза необходимо проведение биопсии двенадцатиперстной кишки. Четвертое. Всем пациентам, даже с бессимптомными формами целиакии, показана безглютеновая диета. На этапе инициации диеты необходим более тщательный контроль гликемии. Кроме того, может потребоваться коррекция инсулинотерапии данных пациентов. И в-пятых, для успешного ведения пациентов с сахарным диабетом и целиакией необходим командный подход и адекватная тактика как со стороны эндокринолога, так и со стороны гастроэнтеролога и педиатра. Хороших вам сахаров и до встречи на новой лекции.